Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте рассмотрим основные новости, ключевые события, а также какие движения в нефти, золоте, долларе, рубле, евро ожидаются сегодня на вечерней сессии. Так, экономический календарик. Сегодня вышла важная статистика по США. Что здесь можно сказать? Ну, во-первых, растут розничные продажи, это очень хорошо, с одной стороны. Ожидался 1%, рост 6%. Растет индекс цен производителей. Значит, кому-то нужно то, что они производят. И это и есть плюс. Но есть и другой момент, который заключается в том, что пошел рост активов, которых не нужно, чтобы в них происходил рост для экономического развития. Это сырье. Ну вот, в частности, на пищевые продукты начинается рост. Это связано с тем, что те денежные средства, которые возникают в экономике для решения текущих проблем и стимулирования роста, они идут не только в формирование прибавочной стоимости, но и в надувание пузырей в сырье, что мы сейчас и наблюдаем в стали, в пищевой продукции. И, соответственно, в ближайшее время есть основания полагать, что эта тенденция, она усилится и она может негативно повлиять на восстановление мировой экономики. Так, ну вот индекс морских перевозок, он сегодня показывает вообще мощнейший рост, аж на 10%. Ну, точнее, это вчерашние данные, они сегодня отображаются. Здесь в чем заключается очень интересный момент. С одной стороны, стоимость морского фрахта, она растет, когда растет спрос на перевозки. То есть, когда экономика крутится, товары транспортируются. Но, с другой стороны, рост стоимости морского фрахта – это увеличение издержек в стоимости продукции. И, соответственно, если он начинает очень бойко, очень сильно расти, это приводит к тому, что здесь надувается такой же пузырь, как в других активах, где их можно надуть. А стоимость товаров и услуг растет. Но здесь просто надо четко понимать, что тот рост, который связан с удорожанием сырья или того, что является частью производственного цикла, это, соответственно, приводит к росту стоимости конечного товара или услуги, и, соответственно, весь полезный эффект, связанный со стимулированием экономики, он может из-за этого подавляться. Еще такой момент. Дело в том, что изменилось же таргетирование инфляции в США, и они перешли на то, что будут что-то делать с инфляцией после того, как она становится более 2% на каком-то временном интервале. С одной стороны, это достаточно хорошо и придает гибкость для того, чтобы стимулировать экономику. С другой стороны, в том случае, если будет возникать негативный процесс, например, надувание пузырей в сырье, в стоимости продуктов, в металле и так далее, это будет приводить к тому, что конечная продукция, ее стоимость будет расти, но при этом экономический рост не будет надлежащим образом стимулироваться. А поскольку у ФРС гибкий механизм регулирования данного вопроса, то они могут затягивать это до последнего момента решения, поскольку очевидно, что если будут предприняты какие-то кардинальные меры для того, чтобы обуздать инфляцию, которая начнет расти, плохую инфляцию, например, увеличение процентных ставок или сокращение предоставления помощи, то это может привести к тому, что рынки просто уйдут в пике глубокое. И поэтому получается вот такая непростая, неоднозначная ситуация. Вроде бы инфляция хорошо, но с другой стороны она куда-то не туда начинает идти. Так, друзья, но возвращаясь к новостям, сегодня вот такое знаменательное событие. Разрушили пустующую башню Трампа, которая была на Атлантическом побережье, много лет не использовалась. То есть можно сказать, что как бы символическое окончание эры Трампа, оно свершилось. Так, друзья, далее давайте посмотрим сегодня, что на рынках творился. Творился яролаж, пошел рост индекса доллара. С чем это связано? Это связано с разницей инфляции, инфляционных процессов в Европе и в Соединенных Штатах. Помимо этого, когда возникают различные дополнительные риски, то, соответственно, доверие к доллару выше и покупают доллары, долларовые активы. Таким образом, здесь, во-первых, технические картины, отбой от нижней границы вот этой расширенной проторговки. И, кроме того, есть и фундаментальные предпосылки для того, чтобы вот этот рост произошел. Поскольку, помимо всего прочего, инфляция
в Европе начинает расти в большем объеме, чем предполагалось, нежели в Соединенных Штатах. Так, но возвращаясь к мониторингу ситуации с Техасом, с блэкаутом, который там произошел, или там ойл-аутом, я уже не знаю, как здесь правильно назвать это. Но смотрите, действительно, как бы есть такое мнение, такая точка зрения, что на этой неделе морозы завершатся, нефть, газ в трубах размерзнутся и пойдут потоком, и все восстановится, и, соответственно, дефицит нефти будет ликвидирован. Но с моей точки зрения, непонятно, какой ущерб нанесен энергосистеме, тем же нефтепроводам. Вопрос, насколько долго затянется восстановление и приведение мощностей на то количество добычи и транспортировки, которое было до этого кризиса, пока не до конца ясно. Вот. Но действительно при благоприятном в данном случае раскладе в части восстановления энергетической системы Техаса, то мы уже через неделю можем получить снижение спроса на нефть и корректировку нефтяных цен. Если же это восстановление затягивается, потому что пока, мне кажется, не ясна ситуация с ущербом, вот, то нефть она пойдет и на 75 уже в ближайшее время. Так, ну вот в США еще такая необычная ситуация возникла, что растет задолженность домохозяйства, действительно выдали много ипотек, но проблема заключается в том, что ипотеки брали те люди, у кого достаточно высокий достаток, по большей части, они покупали еще ипотечные дома. Те люди, которые лишались работы, они, соответственно, дома покупали в меньшем объеме. Вот, и поэтому на рынке недвижимости жилой также есть признаки надувания нового пузыря. Ну, потому что когда покупают больше, чем потребить недвижимость, соответственно, это значит инвестиционный инструмент, а инвестиционные инструменты, они отличаются такой особенностью, из них в какой-то момент все внезапно начинают выходить. Так, ну еще сегодня мне подалась новость, что там была претензия к вакцине AstraZeneca, что она имеет то ли какую-то побочку, то ли не вполне ясную эффективность против новых коронавирусных штаммов. Ну вот, в общем-то, и есть эта новость. То есть, если AstraZeneca, она не будет использоваться для вакцинирования, это, соответственно, пул вакцин и скорость вакцинирования может снизить, что, в принципе, усилит давление на восстановление экономики и может послужить еще одним негативным фактором. Так, друзья, ну возвращаясь к графику, индекс доллара 4-часовой таймфрейм. Вот сейчас, в ближайшее время, здесь вполне возможно будет консолидация. Вот, эта консолидация, она, если в течение сегодняшнего, завтрашнего дня не будет возврата и пробития 90,7-90,6, придет к тому, что отсюда развивается движение, цель его будет тестировать 91,5. Соответственно, если таким образом развиваются события, это дополнительное давление на евро, это рисков, и мы будем наблюдать негативные последствия на наш рынок. Ну и, соответственно, текущая ситуация с рублем, что происходит, она является заложником того, что начинается рост доллара и идет увеличение доверия к долларовым активам. Так, далее ВИКС. Ну, ВИКС вполне естественно, если растет индекс доллара, он тоже должен расти. Соответственно, мы видим отбой от нижней границы, который произошел. И сейчас будет сегодня-завтра тестирование 24, 24,3. И в случае пробоя он пойдет выше. Тут первая цель движения будет в районе 27, я так полагаю. Вот опять же, если пробой здесь не происходит, то мы будем находиться в этой консолидации, которая 20-23,5. Так, друзья, далее нефть, часовой таймфрейм. Ну, смотрите, пока Техас не восстановился, все вот эти попытки пробить 63-62,5, они успехом не увенчались. Сейчас, как бы, если нефть удерживается на сегодня выше значения 63,35 и не идет ниже тестировать 63-62,5, то здесь у нас отсюда развивается повторная попытка движения, целью потестить и пробить 64,75. Да, здесь появились определенные негативные сигналы, которые указывают на то, что может быть пробита поддержка и, соответственно, сразу пойдет движение на 60,8-60,5. Вот.
Но это произойдет только в том случае, если все-таки будет взято 62,5. Если мы остаемся выше 63,35, то уже сегодня, либо завтра с утра мы отсюда весьма вероятно увидим повторное движение на 64,75. Так, друзья, далее золото. Ну да, здесь не удержались мы в консолидации и пошло движение вниз. Вот уже можно сказать, потестили сильный уровень, который 1766-1767. Ну, немножко до него не дошли, совсем немножко. Если в ближайшие часы, в ближайший день мы этот уровень не пробиваем, то отсюда формируется отскок. И цель этого отскока будет возврат на 1790. Ну вот в этот диапазон, но здесь цель движения будет 1788,5. Вот. Если все-таки пробой вот этот возникает, то будет оно сыпаться сначала 1752, потом 1700. Здесь уже тогда ничего не поделаешь. Так, друзья, далее евро-доллар, 4-часовой таймфрейм. Ну смотрите, здесь мы пробивали те блоки, которые висели. Соответственно, сейчас отпадал на тот уровень, где по факту до набора позиций отсюда может произойти отскок. Вот. Но если вот это движение продолжается и будет пробито 1,2010, то соответственно вот это движение оно идет глубже, и цель его будет уже по тесте диапазона 1,1961, 1,1950, даже 19,47. Вот. Поэтому в течение там 1-2-3 часов здесь, я думаю, ситуация определится. Или мы разворачиваемся и отскакиваем, или действительно вот этот тренд, который здесь начат, вниз он продолжается. И следующая потенциально возможная точка остановки и разворота, она находится в районе 1,1961, вот здесь. Так, ну и вот сегодня аукционы прошли, в общей сложности разместили порядка 80 миллиардов. Вот второй аукцион. Ну, на самом деле здесь, я так думаю, уже просто заставляют банки все это дело выкупать. Так, друзья, далее доллар-рубль, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Но сегодня, несмотря на аукцион ФЗ, пошло движение наверх. Здесь, судя по всему, у нас вот эта разворотная формация. Но на текущий момент рубль-доллар перешел в диапазон 73,6, 74,1. Вот. И, скорее всего, в этом диапазоне он какое-то время пробудет. Конечная точка движения в случае пробоя вот этого значения 74,1, она будет находиться вот здесь вот в районе 76,15. Вот здесь в этом диапазоне. Ну или переходя на часовик, у нас, видите, здесь сработал уровень сильный, который 74,1. Соответственно, отсюда пошел отбой. И цель этого отбоя, движения вот в этот диапазон 73,64, 73,66. Но, конечно, здесь вот осталась еще цель движения, которая находится в районе 73,35. Вот здесь вот. Но на самом деле без существенного роста нефти уже выше 66 или 70 долларов за баррель по бренту, я думаю, мы вот сюда вряд ли вернемся с учетом текущей ситуации. Вот. И поэтому здесь сейчас на часовом графике сейчас 20:33 по Москве. Если сейчас будет пробито 73,8, то отсюда пойдет сразу движение. Первая цель будет 73,75 и потом попытка сходить вот сюда, вот в этот диапазон. Но если сейчас это движение сюда не происходит, то у нас сегодня закрытие, скорее всего, будет где-то в районе 74,15. Потому что либо сейчас у нас произойдет вот этот цикл движения, сначала сюда, потом сюда, либо если этот цикл движения не получается, то, соответственно, удерживает вот эту область, здесь донабор позиций и идет закрывать цель, которая у нее осталась на 74,15, вот сюда вот. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС, по нему был вопрос. Ну, смотрите, вот одну цель мы сделали. Вот, соответственно, сейчас речь идет о том, закрепится он 146 700, 144 300 или нет. Если он сейчас остается, консолидируется в этом диапазоне, то через какое-то время будет повторный задерг. Если сейчас пойдет пробитие 144 500, то в этой ситуации у нас цель движения будет вот сюда, вот в районе 139 300.
Так, ну вот переходя к часовому таймфрейму, здесь все как бы отлично. Разворотная формация. Если посмотреть структуру сделок, которые происходили в последние часы, то высока вероятность того, что мы отсюда получаем движение наверх, либо сегодня, либо завтра с утра, 148 800, вот сюда вот, на это значение. Вот. Соответственно, это движение не реализуется, если сейчас пойдет откат и будет пробито 145. В этой ситуации цель движения будет потестить 142 тысячи. Вот сюда, вот в этот диапазон сходить. Так, друзья, ну в общем-то все, основные активы. Спасибо за внимание. Всего наилучшего. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой YouTube и на мой телеграм-канал.